Всем привет! Сегодня очень важная тема — это переплата по социальному обеспечению. То есть это про тех людей, которые каким-либо образом попытались обмануть государство, не указали свои доходы, либо доходы даже когда вы получаете выплаты, например, там, не знаю, продали дом, машину, какие-то дивиденды, какие-то проценты, это тоже считается доход. И если и по закону вы обязаны его указать, и его должны минуснуть от вашей недельной выплаты. Если там большая сумма, то, возможно, даже вы месяц можете не получать эти выплаты, потому что вы будете жить за те деньги, которые вы получили каким-либо, да, способом, либо каким-либо бонусом, не знаю, там, родственники, наследство и так далее. И это очень важно, потому что говорят, что начиная с 25 года украинских беженцев будут серьезно уже проверять. Потому что многие приезжают и манипулируют, знают, что если они укажут свою пенсию, либо какие-либо свои доходы, у них от еженедельных выплат снимут, конечно, эту разницу, уберут, потому что тут социальное государство, мы говорим про Ирландию, и если человек подается на выплаты, они ему платятся, но если человек получает какой-либо еще доход дополнительно, то это будет минусоваться от выплат, чтобы человек не выходил за рамки и не становился выше, да, того человека, который его же сосед сидит на выплатах, и они должны быть в одинаковых условиях. Если человек хочет поменять свою жизнь, он что делает? Правильно, он идет на работу. То есть тут максимально всех уравнивает. Но наши люди, многие манипулируют, конечно. Пишите в комментариях, если вы знаете таких людей, которые не указали что-либо, да, и у них минуснули, либо не договорили, их проверили, и потом у них были проблемы. Есть такие люди, которые выходят на работу и не сообщают о том, что они вышли, и потом могут полгода даже получать выплаты. Обратно же потом их заставляет возвращать эти выплаты. И вот интересное, потом дальше мы рассмотрим статью, где депутат ирландский, да, Майкл Ринг задал вопрос министру социальной защиты о том, сколько же людей вот таким вот способом, да, обманули государство, и сколько людей сейчас выплачивают выплаты, да, ну, переплату. Вы вдумайтесь, у некоторых людей переплата 100 тысяч евро, люди некоторые обогатились от государства. Это сколько лет они манипулировали, непонятно каким образом, но вот министр здесь отвечает, мы это все рассмотрим. Ссылочки, конечно же, все оставлю, потому что я говорю только про то, что официально известно. Если есть какие-либо мои догадки, да, либо мой авторский комментарий, я потом так и говорю, что это уже мое личное мнение, мое личное видение, как будет разворачиваться дальше та либо иная ситуация, либо программа. То есть я всегда это говорю. И записываю только про то, что уже известно. Если есть ссылки на официальный источник, какой-то, да, газету, то есть информагентство, либо официальные источники информации от государства Ирландии, то я всегда их прикрепляю в описании к этому видео. Вы все можете сами перепроверить, потому что важно подавать проверенную информацию, а не просто говорить на камеру бла-бла-бла без какого-либо подтверждения. Это, конечно, печально. Сейчас многие такими вещами занимаются. И я думаю, что вы сделаете правильный выбор, на кого подписываться, кого поддерживать и какую информацию для себя черпать. Следующий момент, если вы не знаете, то с 30 сентября вот у меня есть ролик, вы можете его посмотреть, что вводится обмен данными между налоговыми службами Евросоюза. То есть теперь любая налоговая служба, например, Ирландии, может подать запрос по любому человеку в Украину и понять, есть ли у него какие-либо счета. Если он не указал, то все ему автоматически пришлется. То есть к чему говорят, что в 2025 году просто эта система заработает уже в полном объеме, потому что она только начала работать с 30 сентября, то есть еще конец октября. То есть по факту, вы же понимаете, чтобы раскачать какой-либо продукт, какой-либо новый, да, сервис, какую-то либо систему, ее нужно протестировать, нужно вначале все ее обкатать, обшлифовать, и потом только она начнет работать в полную мощь. И вот в 2025 году, говорят, начнется уже полное, да, полный, как говорится, обмен данных, то есть и все будет там в автоматическом режиме. Вот что важно, что не будет по каждому человеку там собираться какие-то папочки, знаете, высылать их по почте. Нет, 2-3 клика и вся информация из реестров, да, из всех банков, сколько на счетах было за тот период, чем человек владеет, машиной, квартира, и все. И вы понимаете, что люди многие слукавили, не сказали, не указали, либо обогатились, и потом что им правильно придется возвращать. Вот просто все, вот
Вот получали вы выплаты 2 года, вроде, грубо говоря. Вот за эти 2 года, не знаю, обогатились вы каким-то образом на ваших счетах в Украине, общее, да, количество денег там прокрутилось на 2000 евро, не знаю, на 1000 евро. Вот такую сумму вы вернете обратно государству Ирландию. Каким образом вы будете это возвращать? Мы дальше об этом поговорим, обсудим все моменты. Да, есть специальная страничка, я вам показал, переплата по социальному обеспечению. Здесь все конкретно указывается и рассказывается, как и что происходит при каких-либо условиях, какая процедура. Следующий момент, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Это очень важно для развития канала и, думаю, для вас, потому что я в первую очередь освещаю нужную информацию и самые актуальные новости. Также, если вам нужно жилье в Ирландии, вы не можете найти его по дешевой цене, для спонсоров нажимайте «Стать спонсором», нажимайте «Стать спонсором», обратно же, да, спонсировать. Спонсорство от всего лишь 99 центов. То есть вы получаете уникальный опыт, уникальную информацию, которую я рассказал для спонсоров. Это видео закрытое, оно открыто только для тех, кто оформляет вот это вот спонсорство. Там я рассказываю про то, что можно каким образом найти жилье за 700 евро, апартменты, например, либо таунхаус за 900-950 евро. Я рассказал свой опыт, скинул, прикрепил агентство недвижимости, которыми я пользовался, с помощью которых я и нашел вот эти все, да, все вот это вот жилье. Это очень интересно, это очень позитивно, я думаю, для людей будет услышать мой опыт. Обратно же я рассказал, где я живу, в каком каунте, чтобы люди просто немножко понимали больше про меня информации. Плюс, да, приоткрыл немножко занавес. То есть тот человек, который хочет найти жилье и увидеть меня с другой стороны, то, пожалуйста, оформляйте спонсорство, и для вас будет это уникальный опыт. Он, может быть, не решит, конечно, все ваши вопросы, но многим уже это видео помогло, и то есть они воспользовались моими советами, моим опытом, который уже ему уже, да, 2,5 года, потому что в этой стране я нахожусь уже 2,5 года. То есть есть, да, есть какой-либо уже бэкграунд, то есть какой-то экспириенс у меня уже есть. Так что прошу в закрытый сообщество, да, становитесь спонсором, подписывайтесь на канал, а мы дальше будем обсуждать, что же такое переплата по социальному обеспечению в Ирландии. Мы продолжаем, и очень интересно было бы услышать в комментариях ваши истории. Знаете ли вы каких-либо людей, которым уже снижали выплаты по тем или иным, да, ситуациям и каким обстоятельствам, то есть там не указал доход, сожительство. Тут в конце в этой вот статье, да, тут все есть пункты, по каким, да, что вообще считается обманом, мошенничеством, манипуляцией. Вот видите, даже тут есть сожительство, пожалуйста. Это когда вы живете с человеком, у вас совместный по факту семья, доход, но вы говорите, что вы одиночка. То есть, ну, вы понимаете, все эти манипуляции, они рано или поздно будут раскрыты. И потом придется возвращать денежку. И тут все четко расписано, кто, что, как и сколько должен. Вот пишите в комментариях ваши истории. Интересно, конечно, истории украинских беженцев. Были ли такие ситуации, что люди уже получали незаконно, да, как-то выплаты, и, ну, по версии департамента, и они отправляли обратно какую-то часть. Я знаю один такой пример, да, люди просто не указали, не пошли, да, потому что им на работе, кстати, это не они виноваты, им на работе сказали, нет, там все автоматически, не нужно вам никуда идти. Люди пошли работать и просто таким образом 3 недели проработали, ну, проработали и получали еще выплаты. Потом их приостановили и думают, ну ладно, или даже месяц. И потом им пришло письмо счастья о том, что они такую-то сумму получили незаконно, они не указали, ну, не пришли в Интрево и не оповестили о том, что они начали работать. И за это им, да, впиляли вот такой вот штраф. И обратно же там немного там вычитали, либо по 20 евро, либо по 25 евро в неделю зарплаты просто. Все, то есть вопрос решен, но обратно же есть осадочек. Вы уже будете, знаете, в системе, да, вас будет видеть как уже человек, который немножко сманипулировал, что-то сделал не то. То есть немножко, мне кажется, неприятно. Осадочек есть, так что лучше, если вы первое, что в Ирландии вас может каким образом, да, коснуться это идите, конечно, если вы устроились на работу официально, имею в виду, если все официально, все четко,
компания, то идите сами, оповестите Интрео, не ленитесь, это буквально займет у вас 5 минут, да, я имею в виду там разговор с офицером, ясно, кто-то скажет мне там добираться до Интрео, час ехать, автобусы, тратить время, но тут уже каждый сам выбирает, вы хотите здесь жить по честной дорожке и дальше, да, чтобы у вас репутация была хорошая, и чтобы потом вы подавались на гражданство, если хотите, чтобы к вам никаких претензий не было, никаких проволочек и никаких косяков у вас не было. Либо вы хотите все-таки быть здесь, да, на каком-то таком плавающем счету, непонятно что, и косить под дурачка. Все понимают, и вы знаете, что незнание законов от ответственности вас никаким образом вас не лишает ответственности. Так что нужно все-таки думать головой, когда делаете те или иные вещи. Вторая и очень важная манипуляция — это, конечно же, не указать свои доходы, которые у вас есть в Украине. Я говорю про украинцев, потому что это, ну, моя аудитория больше, да, это украинские беженцы. Все, что я сейчас это проговариваю, это касается любого человека, в том числе ирландца, который проживает в Ирландии. То есть все это работает для всех людей, которые получают те или иные пособия. Нету никаких исключений из правил. То есть если вы приехали и не указали свою пенсию, неважно, что пишут в комментариях, она смешная, если там 3000 получаем, 60 евро тех несчастных, они переспрашивают, это вам в неделю, мы говорим в месяц, и там смех и грех, туда-сюда, это слезы, кот наплакал, все это понятно, но по всем законам, когда вы заполняете любую форму на любой вид помощи, либо пособия, неважно, это по безработице и тому подобное. Вы пишете, там есть графа, где вы должны обязаны указать свои банковские счета, все, да, неважно, это в Украине, революты и так далее. Вы указываете и пишете, что это за счет, что там лежит, либо что для чего он нужен. То есть там все же расписано, IBAN, все вы должны написать. Люди потом с этого департамента проверят, правда ли там ничего нету, либо что-то есть. Если есть, то они минуснут эту разницу с ваших выплат. Я уже это говорил, и это не единые примеры, постоянно так делается, потому что это ваше обогащение. Если вы хотите здесь быть в рамках закона, то, конечно, указывайте. Я хочу сказать, что не у всех в Украине пенсии по 3000. Есть у людей, у которых нормальная пенсия. Я могу сказать, за свой, да, свою семью. У меня отчим, шахтер, проходчик с 30-летним стажем, и у него хороший регресс и хорошая пенсия. Я так скажу, то есть я не хвастаюсь, я просто говорю, что тот, кто работал в Украине, то тот и получает. То же самое и в любой другой стране. Если ты работал за свою жизнь и работал тяжело и сложно, то все-таки тебя страна как-то отблагодарит, да, за то, что ты платил хорошие налоги и делал это честно. Он делал это честно, и он заработал свои деньги своим горбом. И когда люди там говорят и удивляются, ого, много, извините, залезьте вот туда вот в шахту на минус 700 метров, да, и вот там вот в Мачмале рамы поделайте, кто знает, что такое проходка, понимает, да, древесину и металл потягайте вот там вот, где дышать нечем, где ты по колено в муляке, в воде и так далее, где крысы бегают вот такие вот просто, как, я не знаю, как кто, как мини-собачки. То есть, ну, это ужасно. И вот теперь он на пенсии, и он заслужил этот отдых и эти деньги. Вот так вот я могу вам сказать. Рано или поздно вас вычислят, тем более вот эта вот новая система, про которую вы можете посмотреть, у меня на ютубе ролик, да, вот здесь вверху будет ссылочка на этот ролик, вы можете нажать просто вверху и перейти. То есть никак уже не обманешь, из 25 года она, если она заработает 100%, и первый, вы понимаете, кого будут проверять, это украинских беженцев. Во всех странах будут просто максимально проверять. И поверьте, получали вы выплаты 2 года, то потом уедете вы. Понимаете, Евросоюз это единый механизм, и потом вы просто будете во всех списках. Поверьте, в суд вас могут подать и найти вас, и будут вас преследовать эти потом выплаты всю жизнь. И возможно, они вам испортят потом всю жизнь, если вы их получали незаконно и обманывали государство. В Европе с этим строго. Они прям не будут за вами бегать там с наручниками и вас в тюрьму. Нет, за это не посадят, поверьте. Но
подпортить вам репутацию и потом дальнейшую жизнь в Евросоюзе, если вы захотите, поверьте, это будет ощутимо. Каким образом они потом снимают, требуют, да, чтобы вы заплатили? Это просто либо единоразовый, вы можете сразу погасить все свои, да, долги, либо раз в месяц, либо раз в неделю. Там уже индивидуально у каждого своя история, у кого как получается. Потому что если, например, вы вышли на работу, да, то если у вас хороший заработок и у вас там, не знаю, там 500 евро всего лишь было, да, вы говорите, я сразу могу заплатить, они окей, все сразу, раз-раз, заплатил и попрощался. Если вы там обратно же манипулировали, выходили на работу, потом обратно вышли на выплаты, то у вас будет просто забираться 15%, ребята, 15% от вашего, да, дохода, это имеется в виду, чтобы вы не то, что не померли с голоду, чтобы у вас хватало денег еще по, ну, по мнению департамента на нормальную жизнь. Да, вот сейчас вы будете обратно получать там выплаты вот 232. Вот от 232 евро отнимите 15%. И вот, такую сумму вы будете платить каждую неделю по возврату. Вот, например, узнать, что у вас пенсия в Украине. Неважно, 50 евро, да, вы скрывали об этом, не рассказывали. Вот, получали выплаты, не знаю, год. Вот умножьте 50 в месяц, да, на 12 месяцев. То есть вы там понимаете, да, там, грубо говоря, 600 евро пусть будет, да. И вот 600 евро у вас будут забирать по 15% от выплат, сколько там эти копейки, да, там, не знаю, там по 15 евро, грубо говоря, там по 20, да. И вот пока если они не заберут всю вот эту вот переплату у вас, то будет каждую неделю у вас забираться по 15%. То есть вот так это работает. Я считаю, что это не слишком и жесткие правила. Я удивлен был, кстати. То есть, в принципе, ну, это очень лайтовые, очень добрые, позитивные, да. Это не то, что пришло письмо, все, в течение месяца вернули, если нет, там мы дальше в суд и там чуть ли не в тюрьму вас посадим, да, либо там имущество будем описывать. Нет, все адекватно, все нормально, все спокойно, просто вас попросят, вы договоритесь, придете в Интрео, поговорите. И сами решите, сразу выплачивать, раз в месяц, раз в неделю. Это все можно договориться уже там с офицерами на месте. При принятии решения о размере погашения департамент будет учитывать следующие факторы. Вашу способность погашения, любые соответствующие факторы или обстоятельства, которые вы подняли, ну это перевод, да, Google Translate, сумма переплаты и как она произошла. То есть все факторы, все учитываются и все начинается. 15% мы сказали. Следующий момент, это если вы не можете вернуть деньги, да, вот по той или либо другой причине. Вам дают шанс, но они могут заморозить и пока вообще у вас ничего не забирать, но когда у вас улучшатся ваши условия, найдете вы работу, если обратно же вы не придете в департамент, не скажете, я нашел работу, можете с меня взыскать, дайте 15% теперь в неделю, то потом, если долго вы не будете ничего делать, а департамент узнает, что вы работаете и ничего не возвращаете, то уже тогда могут обратиться они в суд, чтобы с вас, да, вас уже признать мошенником. То есть пока вот на первом этапе, когда вам первое письмо приходит, типа счастья, верните, там у вас переплата, вот поверьте, это нормально. К вам еще относятся просто лайтово. Знаете, это как просто отдайте то, что взяли, и все. Вот просто отдайте пока то, что взяли вы незаконно, по-нормальному. Может, забыли, запарились, затупили. То есть вам пока не инкриминируют мошенничество, что очень важно. Но если вы начинаете манипулировать, пропускаете платежи, не выплачиваете даже эти все проценты и дальше каким-либо образом манипулируете, то потом уже вас переводят в мошенники. А это уже больше серьезная ситуация, это уже уголовное, да, наказание, это уже за вами будет, у вас будет суд, у вас будет уже запись, то есть ничего хорошего с этого вообще не выйдет. Также бывает такое, что департамент признает свои ошибки. Вот, когда платеж сокращается, либо отменяется. Даже такое есть. Такая вот гуманность максимальная просто. Департамент социальной защиты населения прилагает все усилия для полного взыскания переплаты. Департамент может уменьшить, либо отменить переплату, если она произошла по причине
не предпринял никаких действий в разумные сроки в отношении получения от вас информации. То есть департамент не принял никаких решений. Допустил ошибку, которую вы не смогли бы и заметить. То есть это ошибка, которую невозможно было ее каким-либо образом, да, решить, либо предсказать. То есть департамент в прямом смысле говорит, мы тоже можем затупить, мы можем что-то не досмотреть, и они могут в прямом смысле отменить платеж, если вы считаете, что департамент допустил ошибку, вам следует как можно скорее сообщить об этом департаменту. Вот и все. И вот следующее, да, это мошенничество, ребята, это самое печальное. То есть, что имеется в виду, что такое мошенничество? Работа и подача заявления. То есть, подаете заявление, получаете сразу пособие, идете сразу работать. Никто данные не обновляет, и вы получаете и зарплату, и пособие. Так делать нельзя, нехорошо, сразу уже это мошенничество. Нераскрытые средства, вот то же самое, мы уже про это говорили, это то, что вы обогатились, либо получаете и не сообщаете о том, что к вам пришли те или иные средства на счет, и просто вы не указали тот счет, да, то есть никто ничего не видит, вы молодец, вы довольны, но уже эта ситуация изменится кардинально, потому что счета будут просматриваться, они уже просматриваются, но пока система не заработала, эта машина в полную меру. А потом будет трудно, когда долг накопится большой, то вы будете должны государству его выплачивать. Это такой, знаете, будет, это типа вы взяли кредит, да, такой, знаете, беспроцентный, но обратно же и могут быть и штрафы, так что если вы там обманывали и видят, что вы там сейчас хорошо себя чувствуете, то для профилактики могут еще и сверху и штраф накинуть, кстати, так что вы не думайте, что штрафов здесь нету. Есть, то есть они гуманные, но если видят, что человек концы с концами сводит, то понятно, никаких штрафов ему и дополнительно не будут. Но если видят, что человек расцвел, прям все у него получается, бизнес крутится, либо все нормально, у него какая-то хорошая работа, то для профилактики, я думаю, такому человеку впаяют. Обратно же, это социальное государство. Человек не может, его не трогают. Если человек может, то его по максимуму выжмут, выдают и заберут с него налогов. Так это, да, работает. Многократное требование либо выдача себя за другого лица. Но это вообще, когда человек подает требование на получение более чем одной выплаты социального обеспечения или выдает себя за другого лица и ложит, используя его личный номер PPS. Но это вообще уже манипуляция с документами, и это уже, конечно, трэш. Жизненные события, это обратно же вы там вступили в брак, не сообщили, то есть изменился ваш статус, и обратно же средства у вас теперь есть, как у мужа, у вас единая семья, муж хорошо зарабатывает, не знаю, там 5000 евро, да, в месяц, все, вы же понимаете, что жена теперь не может претендовать ни на какие вообще выплаты, социальную помощь и даже medical card, потому что муж бюджет единый, и он уже может обеспечить, оплатить любые расходы. Так это работает, да. Сожительство то же самое. Если вы живете как пара, и даже вы не расписаны, все равно вы считаетесь партнерами. То есть, если он у вас постоянно живет, тут и дураку понятно, что вы живете как единая семья. То есть, а что такое семья? Это единый бюджет. И уже тут тоже вы должны указать партнера, и департамент должен рассмотреть вашу ситуацию, ваш пример, общий доход и понять, претендуете вы еще на выплаты, или вам их нужно вообще отменить, либо сократить просто. Вы же не забывайте, что все боятся что-то указывать, думают, что сразу все у них отменят. Нет, могут всего лишь там забрать 50 евро, да, от выплат, 100, это понятно, но полностью лишить это должна семья зарабатывать, ну, очень нормальные деньги, то есть один человек, чтобы он зарабатывал, потому что обычно всегда, ну, чтобы люди, да, у каждого что-то было свое. И так что я думаю, что если вы будете указывать свой доход еженедельный, да, то и правда по правде жить, то я думаю, все нормально у всех будет. Социальное страхование, обратно же тут мутят с налогами. Нерезидент в государстве. Лицо претендует на получение социальных выплат, требующее проживания, но он больше не является резидентом. То есть это уже мутят, крутят те, у кого разрешение, уже даже эта карта просрочена. И, я имею в виду ARP карта. И человек берет дальше, подается, потому что он подается по PPS. PPS пока еще не закрытый. И дополнительно получает, пока полностью там не закроет, да, про него всю историю не закроет, да, в государстве. Вы знаете, что PPS, он долго закрывается, он активен. Украинцы, уезжают
и приезжают через 2 года обратно в Ирландию, все открыто, все работает, то есть говорят, что вообще PPS выдается на 10 лет, и в прямом смысле за человеком он числится, не закрывается. Если так, кстати, напишите в комментариях, что это правда, я об этом не знаю, то есть в прямом смысле, что все еще доступно, даже ты уехал, тебя год не было, приезжаешь, у тебя все нормально, все счета открыты, там если была карта в банке, все нормально, то есть в принципе как будто и не уезжал. Вот такие вот дела, но, как говорится, не нужно пытаться государство каким-либо образом обмануть. Все равно рано либо поздно оно раскроется. И сейчас, видите, Евросоюз специально, как вот видите, да, как только беженцы украинские въехали, буквально через 2 года они создали эту новую систему для мониторинга, для обмена данными между налоговыми службами, потому что понимают, манипуляция есть, и они намекают: ребята, приготовьтесь, кто обманывал, вы все вернете обратно. Они терпеливые, они не спешат, европейцы, деньги у них есть, хватает, как говорится, не последнее у них забирают, но они понимают, что потом придется вернуть. Вернуть это первое, и второе, потом будут у вас проблемы, когда захотите все-таки подаваться на гражданство. Это будет галочка, вы понимаете, вас полностью мониторят. И когда видит офицер тот, который проверяет, да, ага, человечек тут 2 раза залетал по выплатам, не хотел по правде жить, а ну-ка мы его еще помусолим, а ну еще дополнительно бумажечку, а еще. И вот таким образом, поверьте, вы можете растянуть из-за одного косяка ваше гражданство, увеличится еще на пару лет ожидания. Все вполне реально. Говорят, даже за штрафы, просто за парковку, и то могут вам даже отказать в гражданстве. Так что это серьезно, не играйтесь с судьбой. И последнее, это Майкл Ринг, да, депутат задал вопросы. Мы давайте прочитаем 2 последних, первые не будем, вы там сами можете зайти, ссылочки найти, всю информационную, да, вот этот поток, это все официальные сайты, все официальная информация будет в описании к этому видео, переходите, ознакомьтесь, не стесняйтесь. Депутат Михаэль Ринг, тут Майкл, тут Михаэль, непонятно, фотография одна, обратно же Google Translate, извините, это не, как говорится, не от меня зависит. Спросил министра социальной защиты о количестве случаев в департаменте и в ее департаменте, когда переплаты возвращаются к клиентам, разбитые на группы свыше 100 тысяч евро, от 50 тысяч евро до 99 тысяч евро и от 20 до 49 евро. И сделает ли она заявление по этому вопросу? Это, кстати, за 28 ноября 2023 года. Да, это немножко устарелая, да, информация, но то, что мне выбило, самое свежее, вот по вот этим всем данным, по вот этим всем, да, информации, вот такие вот данные только сейчас. И обратно же депутат спросил министра социальной защиты о количестве исков о переплате, поданных ее департаментом в отношении имущества умерших клиентов, и сделает ли она заявление по этому вопросу. Вот 2 вопроса, их можно раскрыть, они больше там раскрыты, там все официально, мы это не будем сейчас все читать. Просто про статистику, да, вот тут внизу мы посмотрим, что написано. В настоящее время 3627 клиентов выплачивают переплату на сумму свыше 100 тысяч евро. О, мама мия! Ребята, вы меня вообще слышите? Вы меня слышите? В настоящее время 3627, это ладно, в 23 году было, да? Ребята, вы понимаете, люди обогатились, больше 100 тысяч евро они от государства каким-то образом получили по выплатам, по программам. Это как надо было крутить, вертеть эту страну, чтобы получить такие вот бабки, такую переплату. Это сколько лет, либо я не знаю. Дальше, 984 клиента выплачивают переплату на сумму от 50 до 99 тысяч. То есть уже, да, вы видите количество людей. Население страны 5 миллионов, я так грубо, да, там больше, понятно, на чуть-чуть. И дальше. А еще 3627 лет выплачивают переплату на сумму от 20 до 49. Гляньте, одинаковое число просто. Я в шоке. И в общем у нас получается это сколько народу? Тут почти 4000, тут, да, грубо говоря, 6, 7, 8, да почти 10 тысяч, давайте округлим, просто 10 тысяч почти человек. И это не копеечные, видите, они не учитывают тех, кто там 1000, 2, там, потому что тут от 20 тысяч. Вы понимаете, а если тех людей, которые 1000, 2, 5, 500 евро, 15 тысяч, 19 тысяч.
Да и мне кажется, там еще поболее будет. То есть это такие, знаете, серьезные игроки, такие ребятки, которые у них ручки не для скучки и мозги, потому что таким образом обманывать государство на такие суммы, это сколько надо вообще получать, сколько надо крутить, рассказывать, лапшу вешать, что-то подделывать, что-то там как-то крутить, переворачивать. Вы видите, что творится? Так что я скажу так, что не одни тут украинцы каким-то образом мутят, чтобы их там обратно не подумали, что только украинцев здесь вспоминаю. Нет, литовцев, латышей, поляков, хорватов, румынов, болгаров. Ой-ой-ой, вот так вот, грузинов. Тут хватает, дай боже. И они тут тоже крутят, мутят и в эту статистику тоже входят. Не вопрос, без проблем, и не указывают свои тоже доходы, и банки, и счета. Все это делается не только одними украинцами. Давайте не будем просто, моя аудитория больше, да, с Украиной связана, и я просто больше всегда акцент делаю, больше пытаюсь рассказать украинским беженцам. А любой человек, который зашел и меня смотрит, если он понимает русский язык, то это тоже тебя, дружище, касается, либо подруга, потому что любой человек, любой человек другой национальности, да, который приехал сюда как мигрант, либо как беженец, либо как тот, кто хочет подзаработать деньги, да, то есть приехал по рабочему контракту, остался, ну, что-то где-то не указал, это все касается потом их тоже. Потому что через 2 года ты можешь подаваться на выплаты, и там люди начинают уже вот так вот выпетливать. Никто не хочет, да, как говорится, платить много налогов, никто не хочет указывать свои доходы, раскрывать их в полной мере. Так что вот такие вот вещи случаются. Полностью я не хочу пересказывать эту статью. Для меня вот это было очень важно. Я увидел вот это 3627 человек, которые получили от государства больше 100 тысяч. Но это просто люди какие-то, ну, высшего эшелона. Как они могли так, как департаменты это не видят. И вот видите, говорят там, все современное, база данных, обмен. Но видите, ни хрена подобного. То есть люди раздупляются после того, как какой-то человек 100 тысяч незаконно получил от государства, и потом только за голову взялись, ого, все. Вы же понимаете, что если человек этот как-то сейчас не работает, вот просто, и получит обратно выплаты, он будет платить только 15%. То есть вы вдумайтесь, сколько, блядь, он будет платить и, блядь, выплачивать просто. Это вынос мозга просто. Я не знаю, чтобы не матюкнуться. 100 тысяч, это сколько, блядь, он будет выплачивать по 15%? Это сколько, 10 лет или сколько, или 20 лет? Ну это просто трэш. Мне кажется, он никогда их не выплатит вообще. Вот да, есть парадокс, есть недопонимание, есть немножко недоработки в этих всех законах, обмен данных между различными департаментами, службами, банками. Все это есть, и многие этим пользуются. Но зря, но потом у вас реально будут проблемы. Вот такая информация. Живите по совести, конечно же, потому что эти деньги платятся все-таки налогоплательщиками, эти деньги из налогов, это деньги тех людей, которые честно, ответственно работают и платят налоги. И вам их деньги возвращаются в виде помощи. То есть, если у вас в данной ситуации, да, сейчас в жизни плохая какая-то, не можете найти работу, по здоровью, там, пятое, десятое, то знайте, что это не просто с неба упали деньги в государство. Нет, это все с налогов, все от тех людей, которые сейчас работают на благо страны, народа, да, и всех людей, которые находятся сейчас в Ирландии. То есть будьте честными, живите, а не проживайте, и знайте, что рано или поздно, вы знаете, да, все оно выходит наружу. Любой секрет, любое такое вот манипулирование, все-таки оно выползет потом вам боком. Всем хорошей, позитивной кармы. Быть добру.